Всем привет, друзья! Ну что, неделя в Питере позади, время пролетело незаметно. У нас сегодня остался последний день пребывания, здесь в час ночи поезд, поэтому мы сейчас сразу же с вещами выселились с апартаментов и, наверное, поедем сейчас в парк развлечений. Вот в той же сети, как он там, Джоки Джой, или как-то так называется, в которой мы были, у них вообще 10 парков по Санкт-Петербургу, мы были в одном пока, думаем поехать в еще один. Бог там мол, наверное. Вот, там вообще проведем время, так что там торговый центр, и потом ближе потихоньку будем двигаться к вокзалу. В общем, все бы ничего, единственное, мы устали с самого утра. Сегодня тоже рано встали, по работе я там писала, и с самого утра не было горячей воды. Короче, я хотела сходить перед поездкой нормально помыться, голову помыть, все дела. Но в итоге не было горячей воды. Это, конечно, вообще вот так вот плохо очень. В общем, все, мы выдвинулись, мы позавтракали, мы сразу с портфельчиками. Погнали гулять. Так, в общем, мы пойдем другой дорогой, посмотрим. Там ни разу не ходили. Сейчас идем. Сначала мы думали поехать вообще, но потом подумали, такая прекрасная погода. Да, здесь мы сейчас зашли в тенек, но, как вы видите, сегодня ни снега, ни дождя, солнышко. Небольшой минус, но в целом довольно комфортно. И мы решили, так как времени у нас еще вагон, прогуляться пешочком, но другим маршрутом. Да. Сейчас мы идем где? Я уже опять забыл. Лиговский. Я вечно путаю Лиговский и Литейный. Прям с площади Восстания пошли. Вот сколько время. Ребята, сейчас справа от нас большой концертный зал Октябрьский. Мы как-то, помнишь, видели, кто тут выступал? Розенбаум. Розенбаум. Кто-то выстрелил. Как-то Вроде летом. он, да. Тут народище Да, было. вообще мы офигели. Мы вон там летом сидели с Лехой. Ну, разговаривали, в общем. И здесь просто... А, вон он опять дает концерт. Вон. 25-го. Ой, 20-го. Он, видимо, очень популярен здесь. Среди вон снег на машинах. Короче, -1 сегодня вроде. На лужах лед, снег. Но без ветра комфортно. Ну, мне только вот нога, потому что у меня штаны тонкие, а так, в принципе, нормально. А, тут уже сделали пандус. Ну, короче, здесь что-то было. По-моему, скамейка была здесь. Не помню уже. Лариса Долина, 8 ноября. Лучшие. Ну, вообще это круто, здесь как каждый день кто-то выступает, можно спокойно ходить. Не то, что к нам раз в полгода кто-нибудь приедет. Не, вообще, на самом деле, мы же часто пользуемся горбилетом тоже. И я смотрю, там и можно и на спектакли сходить, в принципе, недорого. Но проблема в том, что не совпадают эти даты спектаклей, когда по скидке можно встретить с нашим приездом. А так бывает, можно и по 300, и по 500, и по 800 рублей сходить на классные спектакли. Иванису. Каподистрия. Патриоты Греции и России. Поэтому бывает, если кто-то, ребят, живет в Питере или в Москве, и вы не знали про такую фишку, как горбилет, или путешествуете, ездите в Питер, Москву, обязательно скачайте приложение, там много-много разных вариаций, и прогулки по воде, и еще Казань уже, по-моему, и театры. добавили. В общем, очень-очень много всего. Поэтому обязательно скачайте приложение. Да, зайдите в Google Pay и напишите горбилет. Там прогулки на воде мы практически всегда через него покупаем. И если, допустим, дневную нам предлагают на Невском, А это ты потом расскажешь, по 800, когда видео по будет 900, а там по 300 рублей можно Да. покататься. Потом это подробно мы расскажем в другом ролике. Как раз когда по экскурсиям будем Софа записывать. Гоу жениться. Софа Гоу жениться. Ой, там какие-то страшилки нарисованы еще. Тут стадион. Ну, интересно, это просто любой может поиграть там или нет? Тут вообще, ну тут зима. Обалдеть. Иду, только заметила. Нет, это, наверное, обычная площадка. Ну, типа, не это учреждение. Ладно, все, отключаюсь. Мы сейчас идем с вами по 8-й Советской улице. И будем сейчас поворачивать на Суворовский проспект.
Это для нас новый маршрут, поэтому смотрим вместе с вами. Да мы, в принципе, мы идем в ТРЦ Охтамол, мы там тоже ни разу не были. Так что в этом районе мы где-то ходили, но именно этим маршрутом, именно в этот ТРЦ еще не ходили. Идем вообще не спеша, гуляем, кайфуем, прощаемся потихоньку с Питером. Сверну на Абрикосовый. А нет, пройду по Абрикосовой. Сверну на Виноград. А на Пенинской улице я прохожу. Короче, тут уже реагентами посыпают, ну солью, по крайней мере. Вот везде соль лежит. Да, нормально. Подготовленные. Я уже рассказывала не раз, что я постоянно приезжаю, когда зимой сюда в сапогах. Новые сапоги, 2 недели, месяц, без разницы. Все время от этих реагентов у меня отклеивается подошва. Ну сейчас они вроде поменяли уже второй год. Что-то поменяли там они. Там вообще капец. Голос у меня, кстати, пока так севший. Так что... У меня тоже немного что-то с голосом иногда. Так, здесь петербургский городовой. Время уже почти час. И там впереди Смольный собор. Да, Смольный собор. Не знаю, дойдем мы до него, нет? Наверное, не дойдем. Нужно будет сегодня пораньше. Короче, тут вон там висит сколько снега, точнее льда небольшого. Короче, Роме почти по голове прилетело. Ну его задело, вон видно немного шапка сырая. Ну, короче, опасненько. Да вообще, на самом деле, такое ощущение, как будто бы весна, как будто кругом капель, совсем крыш все капает, снег падает. Ну, вон видно. Тут вообще висит, я не знаю, на чем она вообще там держится. Тут повыше, чем там. Если сантиметра 2 хотя бы корка будет уже больно. В общем, опасненько ходить. К этому еще не подготовились. В Питере часто кому-то на голову что-то падает, на Невском особенно. Так, потом Смольный собор там. Ребят, кто знает, что такое АУ? На светофоре написано красный АУ. Мы сейчас тоже тут стояли. Мы думаем, автоматическое управление. Ну фиг знает. А может там ау. Да. Вот, видите, ребят, опять АУ. Как мы свернули, мы не знаем, Талия, это улица, что нам нужна. Пока ни одной бирки нету в бирке. Как я ее называю? Улицкий, короче. Вот, Тульская. А, вот Тульская, все правильно. Так, наверное, будет впереди какой-то мост нас ждет. Друзья, сейчас перед нами, вот впереди Большеохтинский мост. Мост был открыт в 1911 году. Мост императора Петра Великого. Он, кстати, вначале, по-моему, примерно как-то так и назывался. Чуть позже его назвали Большеохтинским. Зеленый горит. Надо успеть. Да, я сбоку сниму. Ну да, друзья, кто-то нам писал, что это самый красивый мост. Пожалуй, соглашусь. Охренеть, какой огромный. Да. Еще посмотреть, как он разводится. А оттуда, конечно, вообще он шикарно смотрится оттуда. Широкий, красивый, да. Не зря его сюда Дима сам спросил. До него далеко добираться. У него
ширина, по-моему, 26 метров, а длина 334. Рассекает на 100. Сейчас посмотрим разводную часть. Ну, естественно, мост — объект культурного наследия. Так, в общем, ребят, читайте сами. Что на паузу нажимайте. Да, вот разводная часть, она не такая большая, но за счет того, что он очень высокий, поэтому маленькая часть разводится. Ой, вниз посмотрел, голова закружилась. Красота. Здесь, видимо, дублируется информация. Здесь какая-то прям масштабная стройка. Столько кранов. Что-то ни один не работает. Обед, наверное, у людей. Мы почти пришли. Ребят, все, в общем, мы пришли. Ох, там мол. Народу здесь прям вообще много. Даже на улице. Так, на районе немного было, сюда прям подошли. Здесь прям много. Ну, надеюсь, там детей немного будет. Сегодня последний день выходных. Потом школа. Потом Завтра непонятно. школа, работа. О, Баба Яга. Нос тоже натертый у нее. Джоки Джоя. Семейные парки. А, кстати, мы забыли сказать, что в том парке там вообще везде можно с детьми. Типа нет никаких ограничений для взрослых. Не, я вчера монтировал, посмотрел. Ну там в одном месте где-то сказали, но это все равно не особо понятно было. А так там практически везде написано типа 70 лет ограничений и 100-150 килограмм. Почти везде, а не так, как у нас. Уже на батуты не пускают до 5 лет. Да, в общем, Хотя всё. раньше даже новорожденным можно было на батуты. А, да, на батуты вообще там. Из батута на батут можно прыгать, никто ничего не говорит. Да, в общем, никаких ограничений там нет, там все в порядке. И вообще полнейший порядок. Очень много инструкторов, и все постоянно ходят, там протирают, убирают. Ничего рваного, драного, вообще как. В общем, порадовал. Там Сейчас был посмотрим это. сколько? 2,5 квадратов. 2700 квадратов, здесь 2,5 квадратов. 1000. Все, сейчас пойдем туда. Так, друзья, в общем, это какая-то жесть. Здесь очень-очень-очень много людей сегодня. Да, Вот. понятно, что сегодня выходной. По выходным, кстати, вход в парк 1800. Ну, мы знали, мы до этого в интернете уже посмотрели. Вот мы были на буднях 1300 было, а на выходных 1800 с одного ребенка. То есть 3600 за двоих мы заплатили. Да, обзор поэтому потом сниму. У нас времени много, так что может Да, быть, я думаю, болезнь часика через 3 все разойдутся. Ну, не все, конечно, но... А мы никуда не спешим, мы выйдем попозже. Тут можно входить и выходить сколько хочешь. Мы выйдем попозже, спустимся где-нибудь покушаем. Может, по магазинам еще пройдемся. Ну, в общем, у нас целый день в этом ТРЦ. Так, здесь опять футбол, горочка маленькая. Еще там большая горка. А тут что такое? Но. Вот. А куда они, интересно, пошли? Может, они и там ползают, я не знаю, куда они. Где наша молодежь, мы не знаем.
В общем, еще прикол этих парков, то, что каждый парк, он в индивидуальном стиле, на какую-то определенную тематику, и здесь тематика космоса. Поэтому здесь типа вот какая-то летающая там тарелка, и кругом все в таком стиле. В прошлом, где мы были, там в морском стиле было. И, в общем, они все разные. Ладно, вот сейчас мы сначала детей найдем. Дошли Рому, он только что не успел я снять, он помахал и побежал дальше. Есть, в общем, аэрохоккей, вот там баскетбол. Есть такая типа тарзанка. Вот есть еще баскетбольные кольца. Конструктор. Вот Рома там ползает. Здесь, короче, только что стоял человек и протирал все это. А, вот он там моет наверху. Поэтому здесь очень все цивильно и чисто. Там мы тоже видели, что убирались, чистили. Да, я его заснял. А там, короче, вот этой летающей тарелки, это комнаты. Ну, для празднования дня рождения и так далее. Ну, потом может снимем. Так, Рома пошел прыгать. Ну, вот там еще лазать можно. Он прыгнул туда? Небольшой скалодром. Рома в кубиках теперь застрял там. А, кстати, тяжело вылезать. Кстати, столиков гораздо больше. Все, куда-то убежали опять. Куда они побежали? Туда опять? Аэрохоккей я, кстати, посмотрел. Вот там один есть, а интересно, второй есть или нет? Да, здесь очень людей много. Мне кажется, все-таки связано это не с днем недели, а то, что здесь очень много живых домов рядом. Да и все равно, я говорю, нет, тогда мы были в будний день, сейчас выходной. Это тоже, конечно, влияет. У нас тоже больше парк сравним, будний день и выходной. Вот здесь тоже аппараты стоят бесплатные. Какая-то центрофуга есть вон. И все? Я думал, покидает. Рома покидал чуть-чуть и все. Здесь, кстати, это можно с пушек друг в друга стрелять. Так, Рома вон туда залез. Рома! Ром! Мы, если что, там же и сидим. Мы, если что, в бассейне в том. Там же. Попробуй поплавать, не получится? Ром, не закапывайся, на тебя кто-нибудь прыгнет. Рома. Так, у нас перерыв. Сейчас кушать пойдем. Рома весь сырой. Сейчас меня покормят, сейчас мы будем кушать. Народу, мне кажется, прям вообще дофига сегодня. Еще больше, по-моему, стало. В общем, идем кушать. О, вкусная точка, в общем, решили. VR. Будем сидеть вот с таким видом. Не финский залив, конечно, но тоже нормально. Я тоже ничего, сойдет. Ну, быстренький Набрали обзор. кучу чикенбургеров, наших любимых, все мы обожаем чикенбургеры. Взяли картошки, и обычные картошки, и по-деревенски, соусы, кока-колу и сок. На 1157 все вышло. Будем кушать. Всем, кто тоже кушает, приятного аппетита, друзья.
Это битбокс, ребята, ничего себе, это не музыка, а битбокс. Это битбокс. Я думал, музыка играет. Это битбокс чистый. Ого. Классно. Такая скамеечка. О, классная песня. Надо поснимать там, в общем, немножко. Короче, пока мы ходили, кушали, здесь вообще, короче, жесть. Просто жесть людей. В общем, друзья, наверное, здесь больше снимать уже не буду, потому что здесь невероятное количество людей. О! Ничего себе, там Рома ползает. Так, Рома еще распыляет. Но, кстати, не отталкивается. У него последний шаг неправильный. Он просто бежит и падает, грубо говоря. Так, мы на баскетбольной площадке. Вот здесь, кстати, получше, наверное. Бро, только аккуратнее, смотри, что по голове. Вон кнопка внизу. Вот сейчас начнется. Но здесь повыше, конечно, кольцо, но все равно у нас в школе... Эй, ты, лайфхакер! Смотрите, Рома как забивает. О, как много. Давай по-честному, Рома. Тише. Это ты, я себе его научил? Нет, до этого. Потом я людям показал, что можно и рукой. Так, ребят, в общем, мы зашли в ленту. Перед поездом что-нибудь купить. В общем, красота такая. Новый год уже выставлен. Елка 11 тысяч.
Все, короче, вышли с ленты, накупили всякой ерунды, на 1000 рублей получилось. Купили оливье, так это парковка. Оливье. Короче, потом увидите все в поезде. Так, что, торговый центр уже 17 минут как закрыт. Сейчас посмотрим, как там проходы. У нас, так, например, огораживают, короче, чтобы только из кинотеатра и из бара можно было пройти одной дорожкой. Сейчас посмотрим, как круто. И у нас до отправления поезда 2,5 часа. 2 часа 27 минут. Так, ребят, все, мы уже на вокзале, кушаем пирожки. Сейчас Рома тоже будет. Он заказал себе пирожок, но что-то сейчас не хочет. Но придется есть. Вот такой вокзал у нас. Ладожский. Кстати, очень вкусные пироги здесь продают на этом. Ну, короче, в проходе там. И цены, в принципе, нормальные. Мы посидели где-то час. Сейчас уже посадка будет через 10 минут. Сиденья крайне неудобные, конечно, 5-я точка отваливает просто. Да. У нас должна быть через 4 минуты посадка. И мы вышли. На платформе людей пока особо нету, поэтому мы сядем сегодня быстро. Обычно мы к концу. Может, перед самым отправлением поезда садимся. Сейчас, может, пораньше удастся. Меня прям что-то знобит. Видимо, изнутри откуда-то, как будто бы холодно, но я понимаю, что не настолько холодно. Так, колбасится. Так, 7-я, следующий. У нас сейчас погода в Петрозаводске минус 6, да? Угу. Меня прям изнутри трясет, и я вот понимаю, что это не так холодно. Это немножко состояние такое, ну, чуть-чуть приболевшее. Вот наш вагон. Никого нету. Да. На удивление, неужели мы сядем первыми? Обычно никогда не стремились к этому. Но сейчас на машине. Быстрее сядем, быстрее ляжем, как говорится. Кому-то утром сразу на работу. У меня с утра сразу же просто домой переодеться и на работу сразу же. Так, все, мы первые. Не помню, когда такое было. Впервые, наверное. Никогда такого не было. Мы обычно никогда не спешим, а выходит всегда последний. Так, надо запомнить 8-е. Последний. Да. Ну, все, в общем, будем располагаться. Так, все, располагаемся. Да, надо постелить тут все. Ну, купе такое же, как мы, когда ехали туда. Зеркало в полный рост, кнопка вызова проводника, свет, ступеньки. У каждого свой свет. Наверху зарядки USB, внизу обычный. Единственное, мы не увидели карточки, что-то эти. Да, здесь карточек нет. И еще здесь с этой стороны уже вызов проводника, хотя в прошлый раз ехали, здесь был свет. Вот так вот. Кто часто ездит, можно перепутать. Журналы тоже новые уже, ноябрьские. Почему-то 3 на 4. Все, Рому постелили. Сейчас скоро будем кушать. Да, мы пока там сидели на вокзале, я уже чипсов почти целую пачку съела. И не дождалась. У нас сейчас салатики, булочки. Так, Я себе не помню, что я взял. А, булочки только всякие. Я себе взял 2 с вишней и 2 каких-то этих своих вкусных, забыл, как они называются. С творогом. Да, с творогом. поедем, будем кушать и ложиться.
ехать там 7 часов. 7 часов, ну 7,5 почти. Здесь 7,5 часов журнал. Журнал для пассажиров. Ноябрь. Новый туристический поезд в Дивеево. Это что, Самас, Муром. Новосибирск, Пермь, озеро Сукко. Ну, Что там всё а как туда они едут? Это непонятно какие-то. А, это просто там про Сукко говорят и все. Вот там написано, тогда сила электричества. Может, Блин, да. хотя не вроде там электричество не ездят. Таинственный лес. Это, ну вот он уже, да? Дом по фотке, оно кого-то. Ну, дорога из Москвы до Анапы. Можно добраться фирменным поездом номер 12, премиум, Москва-Анапа. От Анапы до озера Сукко на автобусе или на автомобиле. Красота какая. Да, кто там был, друзья, пишите комментарии. Были красотища. Осенью только не были. Осенью, говорят, там вообще невероятно красиво. В Москве до Калягина. Хельсинки. В Хельсинки же не ездят уже. Не знаю, там же написано Череповец. Александров. Ну, что интересный журнальчик. Угу. Ну все, друзья, мы поехали. 8 дней в Питере пролетели. Хотя вот честно не скажу, что прям быстро пролетели. В Москве, вот я говорю, время, хотя мы там были дольше, но время пролетело быстрее. Причем мы об этом и в Москве говорили, да, что там прям как-то вообще необычно время пролетело. А здесь вроде столько всего мы посетили, столько погуляли. Прям много. И по обычным паркам, по развлечениям, и по метро, и по всяким кафешкам, везде, где только не были. Прям насыщенно дни провели. И как будто бы были долго прям. 00:44 мы выехали, в 8:10 мы приедем в Петрозаводск. За бортом нас будет встречать зима. Вокзал мы тут с вами не увидим. Вокзал с другой стороны. Ладно, хватит болтать, надо кушать. Да. Поехали кататься. И будем кушать. Вот, что переезд будет? Нет, просто это правда. Какой переезд? Ну мало ли что будет. Не будет ничего. Нет, ничего, дым из трубы идет. Вау. Прикинь, это неожиданно было, правда? Кто бы мог подумать, что такое возможно. Короче, друзья, уже второй комплект открываем, и вот, короче, оно вот так вот как-то валялось. Короче, вот так. Не знаю, почему так. Все мятое, перемятое, непонятно, теперь оно чистое или нет. Да, сейчас я еще свое буду открывать, посмотрю. Какое-то все перемятое, в общем. Надеюсь, чистое. Так, ребят, все, вечерний дожор пошел. Кушаем. Ну, они кушают, я-то после 6 не ем. Взяли оливьешку. Насколько там получилось? Ну, каждый около 100 рублей. И булку свежую. Только я не могу вспомнить, где мы... А, в ленте. Все, в ленте. У меня булка уже не влезет, потому что я чипсов объелась вот так. Поэтому я чисто посылать. Пофигиваю. У меня получше.
когда с Питера едем, я вот так пополам просто складываю. Ну, точнее, она уже сложена пополам, просто вот так стелю и все. Но с Питера мы недолго едем, поэтому. Ну, типа на море-то уже надо капитально заправлять, а тут и так сойдет. Ну, с Питера в Питер. Нет, кстати, вот наволочки всегда внутренней стороной. Я вот так всегда беру. Так, сейчас смеха панорама. Еще Катя там что-то смеется. Ну и еще вот так, обача. Все готово. Катенька, ну-ка нам всем расскажи, вместе посмеемся. Понял. Ладно. Все, тут вообще зима. Мне, знаете, конечно, бывало в поезде холодно, но настолько, чтобы я легла спать в свитере, это впервые в жизни. Ну, не знаю, Дует почему прямо Катя здесь, холодно. около головы прям дует холодно. Короче, Мне кажется, Катя просто замерзла сильно. нет. Ярик в футболке, я почти теплые зимние водолазки. Почти в футболке. Вот тут вообще сантиметров 10 снега, прикинь. Да, я видела, да. Мы уже чай выпили, колу выпили, сладость съели, что реально. Все съели уже. 2 часа ночи, и пора уже спать. Так что спокойной ночи. Все, друзья, доброе утро. Мы проснулись. Я уже умылся, Катя тоже пошла умываться. Дети уже геймеры с утра пораньше. Какую-то акулу какую-то кормят. Но у нас, короче, здесь меньше снега, чем в Питере. Так, друзья, все, мы в Петрозаводске. Прибыли на третью платформу. Фига себе. Первый раз такое. Обычно первая, вторая. А тут аж третья. Всем спасибо, кто был с нами в этом отпуске. Мини-отпуске. Да, мы бежим домой через 10 минут на работу мне. Ребятам тоже в школу. Так что на этом наше видео будем заканчивать. Надеемся, вам было с нами интересно. Все, с утра еще пока немножко не до конца проснулись. В общем, если вы не подписаны на наш телеграм, обязательно подписывайтесь. Ссылочка будет закреплена в комментариях. А мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока.